снег лежит, проталины такие, оно не растаяло. Алис, мы так не делаем, у нас осталась еще одна здоровая рука. Навигатор нас ввел в блуд немножко. Пушки снежные стоят, дуйки, которые надувают снег. Здесь хороший бассейн, более спокойный, людей поменьше, и водичка очень приятная и теплая. Так, что по входу? 25 евро получается взрослый на 2 часа и 16 евро ребенок. Здесь в этих турецких банях прям такая горячая вода. И сидишь и все, и тебя размаривает. Рядом с источником есть вот такой приятный парк, красивый, и небольшой пруд с уточками. А мы завтра утречком завтракаем и едем куда? Домой в Одессу. Мы выехали из нашего отеля и уже едем в сторону украинской границы. Но перед этим полдня еще планируем провести в Словакии, в Высоких Татрах. Мы уже добрались до места назначения. На этот базарчик зайдем немножко позже на обратном пути. И вот карта Штребский плесо. Это обалденно красивое озеро. 10 часов утра, и мы приехали на очень красивое горное озеро, на Штребское плесо. Оставалось буквально 2 километра до него. Остановила меня полиция, там скорость 50 была. Я ехала 70 с чем-то, штраф 30 евро, подула в эту трубочку, говорит, вы пили с утра? Я говорю, с утра нет. А с вечера мы там вчера вообще чуть-чуть с Наташей посидели, буквально по бокалу вина выпили, ну оно, естественно, выветрилось, и слава богу. Вот. Короче, я так всегда говорю, спасибо Господи, что взял деньгами. Идем на озеро. Здесь такое красивое озеро с водичкой прозрачной, и оно чем-то напоминает польское морское око. Но здесь более спокойно, меньше туристов, и мне здесь больше нравится. Вдоль всего озера есть зоны отдыха и вот такие скамеечки. Это место называется У Бобров. В навигаторе, может быть, можете так и забить. А если пройти немножко дальше, там есть такое же место, и оно называется У Выдров. Правильно, У Выдр, но там написано У Выдров. Мы идем вдоль озера. Вокруг всего мы не обойдем, но немножко дальше пройдем, да? Цвет воды здесь просто потрясающий какой-то. И знаете, что классно? Люди как-то разбредаются, и нет такого скопления людей, как на морском око. А вот это вторая скамейка, про которую я говорила, У Выдр, а точнее У Выдров, в карте написано. Сейчас погуляем немножко и дальше едем уже в сторону Кошица. Едем в старый город, там побудем, выпьем кофе. И на Ужгород, в сторону Одессы, домой, в Украину. Здесь тоже какая-то такая обзорная площадка, скамеечки. И людей много. Это самое красивое озеро в Татрах на высоте 1346 метров. Вокруг озера проложена отличная пешеходная тропа. Это Посейдон озерный, и он хранитель этого озера. А здесь какие-то ядовитые пауки. Не только пауки. Лобстер это, Алис. Вдоль озера встречаются кафешки. Места очень красивые и дикие. Озеро ледниковое. Важно попасть сюда в тихую безветренную погоду, чтобы увидеть невероятное отражение в воде. Хорошее место, люди гуляют, очень много зон отдыха, много скамеек вдоль озера. И они все так на расстоянии друг от друга. И воздух такой потрясающе свежий-свежий. Соснами пахнет. И мы обошли все озеро и уже возвращаемся к парковке, хотя не собирались изначально. Здесь какой-то участок, где очень-очень много народу. Боже, какая прелесть собака.
Много всего не растаяло, такие участки снежные. Я уже Алисе не разрешаю лезть, потому что скользко. А я вспомнила, что в прошлый раз, когда мы были в Словакии, мы были на Скальнате Плесо, мы поднимались туда на подъемнике. Вот здесь вот оставлю в уголочке ссылочку на это видео, и там тоже такие потрясающие красивые места. Вот, а это Штрепский плес. О, у меня одышка немножко. Вокруг озера расположены несколько отелей разной ценовой политики. Идем по базарчику. Как у нас на Западной Украине, все то же самое. Сувенирные рыночки, и я купила тарелочку. Наконец-то. Это печенька сувенирная. Папа не любит печенье, Алис. Мы выехали из Высоких Татар и сейчас едем в сторону Кошица. И по пути встретились такие просто ромские деревни. Одни ромы в домах, и других жителей здесь нет. А множество цыганских поселений. Мы приехали в Кошице, приехали в Старое Место. Сейчас погуляем по городу, выпьем, может быть, кофе, заедем в Макдональдс. Алисе я обещала. И уже на таможню и go home в Одессу. Кошице – древний город на востоке Словакии. Именно Кошице привлекает студентов со всего мира своими университетами и атмосферой. Он является центром культуры, образования и науки. До границы с Венгрией 20 километров, а с Украиной 80. Выходные и очень много людей в центре. Красотища это. Город славится своими театрами, музеями и университетами. История Кошицы насчитывает более 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Кошице – город фестивалей. В течение года здесь проходит множество музыкальных, танцевальных и фольклорных фестивалей. День города отмечается в начале сентября, и в эти дни здесь проходят концерты, ярмарки и выставки. А в рождественскую неделю город превращается в настоящую рождественскую сказку. Мы заехали в Кошице в такой период, когда все цветет. Весь город цветет, множество тюльпанов, магнолий, вообще такая красота. И роз. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Сегодня такая погода теплая-теплая. Жарко в спортивных костюмах нам, да, Алис? Да, все Сейчас вернемся, да, вернемся в Одессу. У нас там уже вообще, наверное, лето пришло, море. Поедем на море, на мой день рождения, да? Да. И надеемся, что у нас рука заживет. Ну, рука за пару дней не заживет. Ну, дай бог, чтобы она к лету зажила. Мы приехали в старый город. Как-то так получалось раньше, что я этот город всегда миновала, объезжала его проездом и никогда не заезжала в центр. И вот сегодня, честно говоря, я в восторге. На дорожку у нас Макдональдс Кошице. Алиса, как обычно, Happy Meal, да. И все, можно на таможню. Рулим на таможню. Всю ночь буду ехать так, чтобы в комендантский час не заехать в Украину, чтобы вернуться уже, когда будет утро. Как Давай сюда. Игрушка. вы все. А подожди, Мы да никуда не терпится. не спешим Мне никуда. просто не терпится. Что там? Что там? Да. Это ерунда. Юда. Все, приятного аппетита. Как вот это? Из Майнкрафта тоже. Словакия для меня – это страна контрастов, где величественные горы соседствуют с густыми лесами, быстрые реки прорезают долины, а таинственные пещеры хранят секреты земли.
термальные курорты Словакии великолепны. Я люблю возвращаться сюда. Мы уже едем по своей земле, 1200 километров, и мы дома.